Приветствую всех, тех, кого заинтриговало название видео. Сегодня мы приготовим из обычной водки, обычная магазинная, невкусная, вонючая водка станет у нас довольно-таки быстрее, чем в классическом рецепте виски. Поверьте, по запаху, по вкусу данные виски не будут отличаться от магазинного виски. В данной бутылке у меня находится щепа, которую я уже использовал. Там даже видно немножко остатки жидкости, которая здесь была. Это виски, которые я делал перед этим. Ну, честно вам скажу, ничем не отличается от магазинного виски. Ну, давайте все по порядку. Начнем с того, что нам понадобится. Нам понадобится водка магазинная. Хочу оговориться, что если вы возьмете самогон, причем злаковый, то есть пшеницы, кукурузы, самогон будет вонючим, не будет с лишними вкусами. У вас и виски получится гораздо лучше, чем с водки. С водки виски дольше будет готовиться, дольше запах остается. Кроме водки нам понадобится щепа дубовая, желательно щепа дубовая обжаренная. Нежелательно, она должна быть обжаренная. У меня щепа с винных бочек. Не знаю, правда или нет, но виски из него отменный. И самое сложное, что в этом рецепте у нас будет использоваться, не у каждого есть в хозяйстве, конечно, это ультразвуковая ванна. В ванну мы набираем воду, ставим тару, в которую наливаем воду. Давайте приступим. Так, вот я приготовил банку. Берем щепу. Щепу предварительно лучше сполоснуть. Просто под краном споласкиваем. Некоторые, как рекомендуют вообще тех, кто делает виски из самогона, замачивать на сутки в кипятке. Поверьте, в ультразвуковой ванне она спиртами быстро пропитается. В общем, давайте сейчас я сполосну, засыплю. Засыпал его в баночку. Тут в принципе немного. По тому, как вообще рекомендуют, на литр используется у нас 5-15 грамм щепы. Заливаем это водкой, заливаем воду в ультразвуковую ванну и включаем процесс. Водка, конечно, с запахом водки. Это даже не так. Водка с запахом спирта. Сильный, концентрированный запах. Он у нас уйдет. Но самый главный секрет я вам открою в конце видео. Досмотрите до конца, и вы не пожалеете, если попытаетесь повторить данный рецепт. Наполнил я нашу тару, значит, водкой. Получилось практически по самый верх. Закрываем крышечкой. Плотной, хорошей, для того, чтобы у нас это все не выбегало и воздух туда случайно не попадал. Как видите, жидкость прозрачная. Погружаем в ванночку, запускаем. Процесс пошел. Одно хочу заметить, что так нужно приблизительно полчаса, 20 минут погонять. Нужно смотреть по состоянию окрашивания, как окрасится напиток. И будем использовать паузы между программой. Берем банку, хорошо взбалтываем, открываем опять, закрываем и ставим дальше гонять. Включаем программу следующую. И так каждый цикл. По истечению получаса у нас будет напиток почти готовый. Но самый главный секрет расскажу позже. Как видите, работает наша ванночка. Внутри, если присмотреться, маленькие песчиночки, бульбашки, они вон танцуют. И наша щепа потихонечку будет работать. Окрашивание начнет происходить буквально через 5-10 минут. Ну, смотря от того, как щепа ваша обжарена. Если сильная обжарка, то это все произойдет быстрее. Закончился у нас первый цикл. Теперь мы производим манипуляции, о которых я вам говорил. Запускаем воздух. Сверху уже, в принципе, если посмотреть, уже небольшая краска есть. На камеру не видно, но это очень слабая краска, нас такое не устраивает. Теперь запустили воздух, закрыли и легкими движениями побультыхали. Таким образом, кавитация плюс окисление у нас. И теперь наново запускаем нашу программу. Хочу также еще добавить, что для улучшения скорости процесса воду использовать теплую, водку тоже нагревать. Нагревать в смысле не кипятить, а просто чтобы она была теплой. 30-35, ну может быть даже 40 градусов. Это будет быстрее, в общем процесс будет идти быстрее. Заканчивается у нас второй цикл. Повторяем ту же самую процедуру. Встряхиваем.
Запускаем очередной цикл. Так подходит к концу уже 6-й цикл. Как видите, напиток уже приобрел приятный такой цвет. Конечно, если добавить больше щепы, сильно обжаренной, будет напиток выглядеть гораздо презентабельней. Смотрите, напиточек имеет вот такой вот золотистый цвет интересный, нежный. Как видите, часть щепы уже снизу, часть щепы продолжает плавать. Сейчас мы содержимое этой банки перельем в бутыль, в котором будет отстаиваться напиток. Прям со щепой. Итак, я перелил напиток с банки в бутылку. Как видите, вот такая вот прелесть у нас вышла. Конечно, не настолько насыщенная, как хотелось бы. В процессе отстаивания оно еще немножко озолотится. Теперь самый главный секрет, который я вам скажу. На данный момент мы имеем крашеную водку с каким-то непонятным вкусом. С запахом водки, с запахом спирта, ничего не напоминающим виски. Если мы понюхаем тару, в которой в ультразвуковой ванне делали напиток, то мы явно почувствуем запах ореха, шоколада, возможно даже ванили. То есть это очень приятный запах, но с большой концентрацией спирта. Спирт здесь преобладает. Самый главный секрет в приготовлении этого напитка, что он будет готов для употребления дней через 20. Дней через 20. Дней через 20. Вот это поворот! Если вы используете самогон без запаха, без вот этих вот сивушных спиртовых запахов, без вот этого ярко выраженного вкуса, возможно быстрее. 20-30 запах спирта практически исчезнет. И будет запах, сильно выраженный запах и вкус хорошего виски. Все то, что может отдать ваша щепа. Опытные самогонщики знают, что таким макаром можно получить виски, но без использования ультразвуковой ванны. Для этого достаточно взять самогон, засыпать в него щепу, естественно, в большем количестве, чем я использовал. Ставится это в банку, в темное прохладное место, и от 6 месяцев и больше она настаивается. Но поверьте, таким способом я сейчас получил виски 5-летней выдержки. Это совсем не скромное заявление, но так оно и есть. Оно почувствуется только когда вот запах спирта немножко приутихнет. Если использовать большую концентрацию щепы, дольше в ванной приготавливать ее, можно получить виски 15-летней выдержки. Будет более темная, более насыщенная. Конечно, поначалу это будет не виски, а плинтусовка, но после отстаивания, через некоторое время, это будет великолепный напиток. В общем, рекомендую, пробуйте, повторяйте. Всем спасибо за просмотр, всего доброго, пока.